Привет, друзья! Сейчас новый обзор последних новостей Германии и Европы. Один из крупнейших автоконцернов Германии принимает решение, которое напрямую связано с промышленной политикой и технологическим развитием ЕС. В BMW подтверждают, ключевые компоненты микросхемы по-прежнему поступают из Китая и альтернативы пока нет. В Германии, в Берлине тем временем планируют решение по социальной системе, которая затронет миллионы получателей помощи. Бюргергельд уходит в прошлое, а новые правила обещают быть заметно строже. И это еще не все. Новое решение на рынке жилья. В одном из ключевых регионов Германии власти продлили ограничения на рост арендной платы, но список городов меняется не в пользу всех арендаторов. И напоследок новость о крупном промышленном проекте в Германии. В Бранденбурге американская компания расширяет свое производство, которое может изменить расстановку сил в европейской электромобильной отрасли в лучшую сторону. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии обсуждается важный экономический вопрос, напрямую связанный с будущим промышленности Европы и ЕС. Немецкий автогигант BMW официально подтвердил, что компания продолжит использовать микрочипы из Китая, несмотря на активные политические дискуссии и призывы сократить технологическую зависимость Европы. Речь идет о ключевых электронных компонентах, без которых невозможно выпускать современные автомобили. В BMW прямо говорят, что быстро заменить китайские чипы невозможно. Альтернатив в Европе пока недостаточно, а резкий отказ может негативно сказаться на производстве и занятости в Германии. Этот шаг происходит на фоне заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца, который, напомню, неоднократно подчеркивал, что экономика Германии должна стать более независимой от внешних поставщиков, особенно в стратегических отраслях, от автомобилей до электроники. Однако на практике крупнейшие немецкие концерны мы видим по-прежнему тесно связаны с поставками из Китая. Ситуация вызывает вопросы и в Брюсселе. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продвигает курс на стратегическую автономию ЕС, то есть снижение зависимости Европы от Китая и Соединенных Штатов Америки. Но пример BMW нам ясно с вами показывает, что Европа пока не готова обеспечить себя собственными чипами. В результате Германия и весь Европейский Союз оказывается перед непростым выбором. С одной стороны, это политические заявления о независимости и безопасности, с другой стороны, реальная экономика, где без китайских поставок автомобильной отрасли ЕС сталкивается с серьезными ограничениями. Это расхождение между политическими целями и промышленной практикой становится одним из ключевых вызовов для Германии и Европы в ближайшие годы. Следующая новость – одна из самых важных для Германии. В Германии правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца внимание поставило точку в долгой внутренней борьбе вокруг так называемого пособия Бюргергельд, то есть базового социального пособия для тех, кто не может работать или ищет работу. Кабинет министров согласовал принципиально новый закон, который отменяет прежнее Бюргергельд и вводит обновленную основную систему поддержки под названием Grundsicherung. Эта реформа стала одной из самых обсуждаемых политических тем в Германии. Теперь люди, получающие помощь от государства, будут обязаны гораздо строже сотрудничать с джоб-центром, службой по трудоустройству. Например, те, кто дважды пропустит назначенные визиты, могут лишиться до 30% выплат. А если человек не выходит на связь для обязательной проверки, его социальные выплаты могут быть сокращены или даже полностью отменены после официального уведомления. Правительство заявляет, что цель изменений – это сократить число зависимых от социальной помощи и одновременно активизировать людей на поиск работы. По данным канцлера Мерца, это часть более широкой стратегии Германии по укреплению экономики и снижению нагрузки на бюджет, в то время как население стареет и число получателей помощи растет. Реформа стала предметом активного обсуждения и внутри правящей черно-красной коалиции Фридриха Мерца. Представители социал-демократической партии СДПГ настаивали на защите людей с психическими и социальными трудностями, а часть союзных земельных министров выражала сомнения по поводу слишком жестких санкций. Однако компромисс был достигнут, и теперь законопроект готов к утверждению парламента. Ожидается, что новые правила будут действовать, внимание, с середины 2026 года, но пока закон еще должен пройти через Бундестаг и Бундесрат. После вступления в силу Бюргергельд перестанет существовать как отдельная выплата,
а вместо него появится обновленная Grundsicherung с более строгими требованиями к получателям, которые должны активно искать работу и выполнять указания служб занятости. Реформа в Германии также обсуждается и в контексте более широких социальных систем всего Европейского Союза, где страны ищут баланс между поддержкой нуждающихся и стимулированием занятости в условиях демографических сдвигов и напряженной экономической ситуации. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии снова решили продлить институт защиты арендаторов, так называемый контроль арендной платы или по-другому ограничение на рост арендной платы, чтобы сделать жилье менее дорогим в городах с сильным давлением на рынок жилья. В земле Баден-Вюртемберг государственные власти официально объявили, что эта мера будет действовать еще на 1 год, то есть до конца 2026 года. Такую информацию распространило Министерство развития региона. Эта система, напомню, действует еще с 2015 года и позволяет властям с тех муниципалитетов, где жилье особенно дорогое и его мало, ограничивать максимальный уровень аренды при заключении нового договора, обычно не более чем на 10% выше так называемой среднерыночной арендной платы для сравнимых квартир. Сейчас правило в Баден-Вюртемберге распространяется, внимание, на 130 городов и общин, тогда как ранее оно действовало только на 89. Тем не менее, из-за перераспределения этого списка крупные города вроде, внимание, Мангейма и Констанца потеряли статус зон с жестким рынком жилья, и доля населения, защищенного этой мерой, слегка сократилась, внимание, с 36% до примерно 33% всех жителей Земли. Решение о продлении принималось на фоне сохраняющихся проблем с доступностью жилья в Германии и Европе, где аренда в крупных городах растет быстрее доходов граждан. Это одна из попыток властей снизить давление на арендаторов и удержать рост цен под контролем, несмотря на то, что многие экономисты называют меру лишь временной и призывают одновременно строить больше доступного жилья. В Германии на федеральном уровне тоже обсуждаются продолжительные меры защиты арендаторов, и федеральное правительство канцлера Мерца уже в этом году продлило, я напомню, на уровне всей страны аналогичное правило на срок до 2029 года, чтобы помочь людям с низким и средним доходом в условиях нехватки жилья. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии крупный завод американской компании Tesla в коммуне Грюнхайде, земля Бранденбург, готовится к следующему этапу развития. Предприятия расширяют, чтобы с 2027 года начать на месте не только сборку автомобилей, но и полное производство батарей для электромобилей. То есть с самого начала цепочки от клеток аккумуляторов до готовых аккумуляторных блоков. Это решение может укрепить позиции Германии и Европы в развитии технологий электромобилей на мировом рынке. Речь идет об инвестициях почти 1 миллиарда евро, которые Tesla намерена направить на строительство линий по производству так называемых батарейных ячеек прямо в Германии. Сегодня в Грюнхайде уже собирают электромобили, но батарейные клетки привозят из Соединенных Штатов Америки. Новая линия позволит Tesla производить до 8 гигаватт-часов батарей в год, что сделает завод одним из самых передовых в Европе. Это развитие происходит в рамках усилий Европейского Союза и Европейской комиссии по стимулированию европейского производства аккумуляторов и материалов для электромобилей, направленных на диверсификацию поставок и развитие устойчивой автомобильной промышленности в ЕС. Эксперты отмечают, что такие проекты важны для экономической независимости Германии и ЕС в целом. Собственное производство батареи должно укрепить позиции европейских производителей, создать, кстати, тысячи рабочих мест в регионе и повысить устойчивость глобальных цепочек поставок. В Берлине и Бранденбурге расширение восприняли как знак доверия к экономике Германии. Правительство Фридриха Мерца и региональные власти неоднократно говорили о важности Tesla для устойчивого развития индустрии и перехода к чистой энергии. Это также отражает усилия канцлера Фридриха Мерца и его администрации по привлечению крупных зарубежных инвестиций и укреплению роли Германии как технологического центра Европы. На этом у меня пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.